Однако в жизни каждого человека иногда случаются трудные периоды. Возможно, кто-то умрет или потеряет работу, заболеет или получит результаты биопсии, и у него окажется рак. Но у меня есть еще одна история о том, как буддизм может помочь. Великолепная притча о перстне императора под названием «И это пройдет». Это может помочь облегчить многие депрессивные расстройства. Вы сможете их легко отпустить. В притче рассказывается о молодом человеке, ставшем императором. Каждый раз, когда дела шли хорошо, и его королевство преуспевало, он устраивал пышные празднества. На всякий раз, когда наступала рецессия, экономика падала, а люди были возмущены налоговой реформой, он закрывался в своей комнате, переполненной злобой и угнетением. Потому что как только наступали плохие времена, он начинал злиться на весь мир. В конце концов, его министры решили попытаться научить его, что следует делать. Но людям у власти нельзя просто взять и сказать об этом откровенно. Ведь, придя к власти, человек становится надменным и не хочет никого слушать. Если вы хотите преподать им урок, следует использовать психологические приемы, особенно когда речь идет об императоре. Но министры были мудры и придумали, как косвенно указать императору на его ошибки. Они подарили ему золотое кольцо, которое ничем особенным не выделялось, кроме того, что на нем было выгравировано «И это пройдет». Я рассказываю эту историю много лет. Кто-то из вас, не знаю, присутствует он сегодня или нет, когда-то действительно пошел к ювелиру и заказал именно такое кольцо. На нем выгравировали именно те слова, чтобы они служили напоминанием. Кольцо императора действительно существует. По крайней мере, один человек в Перте его имеет. Император постоянно носил это кольцо. Каждый раз, когда случалось что-то плохое, он смотрел на перстень и видел «И это пройдет». И достаточно лишь того, что вы знаете, что это тоже пройдет. Если вы будете напоминать себе об этой очевидной вещи, вы сможете избежать депрессии. Я рассказывал об этом многим заключенным, особенно тем, кто только что попал в тюрьму. Это ведь очень унизительно, один из самых позорных моментов в жизни. Вы заключенный, запертый в камере, и вас публично наказывают. Вы совершили преступление и должны носить форму, подчиняться надзирателям, и относятся к вам так, словно вы не имеете никаких прав. Это один из худших периодов в жизни, это ужасно, но и это пройдет. Пройдет 2, 5 или 10 лет, но вы, наконец, выйдете из тюрьмы. Придет время, когда вы сможете оглянуться на этот опыт, и это все будет в прошлом. Все кончится, только потерпите, это пройдет. И вы сами прекрасно знаете, что все проходит. И лучевая, и химиотерапия, это тоже пройдет, и болезни, и уныние, и слезы. Это все также пройдет. Простое напоминание об этом лишит вас многих страданий, понимание того, что это не будет длиться вечно. Но лучшее в этой притче то, что император смотрел на кольцо даже в хорошие времена, во времена процветания, потому что и они минуют. Это действительно блестящая часть притчи. Когда все идет прекрасно, у вас отличные отношения с партнером, вы здоровы, у вас все в жизни получается, экономика процветает, ваша любимая футбольная команда побеждает. Не забывайте, что когда-нибудь и это пройдет. Дело не в негативном или депрессивном взгляде. Это просто означает, что мы никогда не должны воспринимать что-либо как должное. Если у вас отличные отношения с удивительным человеком, не воспринимайте это как должное. Вы должны работать над тем, чтобы отношения процветали, заботиться о них и лелеять. Делайте все для того, чтобы быть счастливыми вместе как можно дольше. Потому что одной из причин разводов является то, что мы воспринимаем отношения как должное. Мы больше не вкладываем в них усилий, заботы или любви. Иногда такое случается после женитьбы. Надев обручальные кольца, люди начинают думать: так, готово, мы поженились, следовательно, нам не нужно больше ничего делать. Но это только начало. Вы должны работать над отношениями. Никогда не воспринимайте ничего как должное, ведь это тоже пройдет. Поэтому вы должны и дальше прилагать усилия. И тогда счастливые времена будут продолжаться гораздо дольше. Это еще один способ побороть депрессию. Помните, что когда-нибудь и это пройдет.